Здравствуйте, дорогие друзья! Вот так вот необычно я начну свой очередной сюжет. Мы видим с вами большую спортивную арену Олимпийского комплекса Лужники. Это самый крупный стадион России, вот так вот он выглядит. И так выглядят его прилегающие территории. Напомню, что общая площадь стадиона составляет 221 тысяча квадратных метров, а размеры игрового поля это 105 метров в длину и 68 метров в ширину. Вот обратите внимание, арена способна вместить 81 тысячу человек, и что примерно составляет половина от этого. Ну и, конечно же, огромные прилегающие территории, которые на период проведения игр перекрываются для того, чтобы толпа зрителей могла себя комфортно здесь чувствовать. Ну и такие вот площади вокруг самой арены. И с высоты птичьего полета эти территории примерно выглядят вот так. То есть вот такой территории достаточно для того, чтобы расположилась вот такая толпа людей. Ну и давайте с вами вернемся к нашей вчерашней теме. Мы находимся с вами на Пушкинском сквере, движемся мы по Большому Путинковскому переулку. Вот так вот это все выглядит сегодня, 24 числа, в 4 с небольшим по времени. Ну и давайте мы с вами сделаем такой небольшой виток и возвратимся на противоположную сторону для того, чтобы проделать вместе с вами путь, который сделали сторонники оппозиции, то есть митингующие. Напомню, что к вышедшему предыдущему сюжету был ряд вопросов, вот, люди говорили разное, но тем не менее хотелось бы этим сюжетом развеять все те самые цифры и мнения, которые бытуют у оппозиции, которые заявляют о том, что на митинг в Москве, который проходил здесь, на этих территориях, собралось порядка 40 тысяч человек. То есть изначально это заявлялась одна цифра, потом она росла, потом, видимо, поняли, что эта цифра очень гигантская, потому что заявляли и 40, и 50 даже тысяч, ну, потом вроде как сказали о том, что в пике 25 тысяч. Ну вот мы с вами вышли на противоположную сторону, еще раз посмотрим на прилегающие улицы. Тверская улица, ну и площадь Пушкинская, Пушкинский сквер, вот примерно до арок изначально находилась здесь толпа, но потом силовиками была далее вытеснена, и они, собственно говоря, пошли в ту сторону, куда мы с вами будем двигаться, в сторону Страстного бульвара, потом ушла на Петровский бульвар, ну и далее к Цветному. Еще раз обратите внимание на эти площади, что они из себя представляют, ну и сейчас мы к этому вопросу однозначно возвратимся. Вот так вот была по кругу ограждена сотрудниками площадь, ну и движение на некоторое время перекрывалось, когда силовики вытеснили людей, вот они вышли к прилегающим улицам, ну и, собственно говоря, ручейком пошли вниз в сторону Цветного бульвара. Напомню, что впереди у нас Нарышкинский сквер. Ну и представьте себе, допустим, что такое 10 тысяч человек, что такое 20 тысяч человек, 25, 30 и уж 40 или 50, да, ну, потом уже стали корректировать свои данные, что это не только на Пушкинской площади, а вообще по всей Москве. Ну, на самом деле, сюжеты есть на каналах, разные люди в прямом эфире выпускали, причем вплоть до вечернего времени, и, собственно говоря, и здесь были тоже ролики, люди проходили по самому бульвару, ну и цепочкой вдоль домов. Я скажу своим мнением следующее, что если бы даже здесь было бы половина от заявленной цифры, это либо 20 тысяч, либо 15, либо 25, либо 30, то здесь фактически не то, что люди перемещались вдоль этих зданий, здесь было бы полностью парализовано движение, и вот эти вот узкие улочки, по которым мы с вами движемся, а это фактически бульварное кольцо, вот, было бы полностью перекрыто людьми, то есть движение бы здесь было парализовано. Однако в тех сюжетах, которые выложены, видно, как люди идут цепочкой. И я думаю, что если бы та цифра, о которых заявляет оппозиционное движение, то есть была бы на самом деле, то люди бы
то есть сторонники оппозиции, то есть выдвинулись бы не на Цветной бульвар, а пошли бы, наверное, по Тверской в сторону Кремля. Напомню, что расстояние примерно от Пушкинской площади до Кремля составляет примерно 1 километр. И я думаю, что если бы сторонники набрали бы такую цифру, о которой они заявляют, то движение было бы в противоположную абсолютно сторону, не в сторону Цветного бульвара. Ну и вот мы практически выбрались на Цветной бульвар. Вот здесь вот переходили митингующие на Цветной бульвар и выдвигались к цирку на Цветной бульваре, цирк Никулина. Мы его, конечно же, увидим. Ну и вот здесь вы даже обратите внимание, что ролики выходили, примерно вдоль вот этих ограждений находились люди, которые закидывали сотрудников полиции здесь. Ну и еще раз возвращаюсь к тем цифрам, именно для сравнения я привел один из вариантов, это стадион, да, вот вы представьте, если бы заявленная цифра вот здесь вот бы собралась, а как правило, все идут в одно место и собираются там. Вот примерно здесь вот и находились оставшиеся митингующие, потому что половина была задержана, какая-то часть рассеялась в противоположную сторону. Ну, я думаю, в любом случае здесь бы полностью вся вот эта вот территория была бы в людях. Ну и с противоположной стороны цирк Никулина, цирк на Цветном бульваре, вот так вот он выглядит. Вот такой у меня получился очередной сюжет, то есть у нас был сюжет записан до митинга, ну и, конечно же, после. Вот такой мой взгляд, такая моя оценка и такое мое предположение. Ну а вас я почитаю в комментарии, не прощаюсь с вами, говорю вам традиционное, ну а пока-пока, до новых сюжетов.